Всем привет! Год назад мы выбирали коляску. Выбор был очень сложным, потому что огромное разнообразие на рынке. Непонятно, на какие функции в первую очередь обратить внимание, что приоритетно. Как выбрать такую коляску, чтобы она была долговечная, да, то есть на какой-то возраст примерно рассчитана. В общем, вопросов было много. Поэтому в сегодняшнем видео я хочу не конкретную какую-то коляску порекомендовать, а просто рассказать про то, на что стоит обратить внимание при выборе коляски. Итак, первое, от чего мы отталкивались, чтобы имела сменные модули. В данном случае их два, бывает еще третий модуль. Первый – это коляска люлька. В ней ребенок катается от самого рождения до месяцев 8-10. То есть мы катались до 10, потому что это пришлось на зиму, то есть было тепло, уютно вот в этой люльке. Второй модуль – это прогулочный модуль. Здесь ребенок катается с того момента, когда он начинает хорошо сидеть. То есть это можно, конечно, из 6 месяцев, как правило, это месяцев с 8. Опять-таки надо смотреть по сезону. Третий модуль – это переноска и используется также как автокресло. Второй важный момент – это колеса. Значит, наши колеса, вот их 4 штуки, они резиновые, надувные. То есть муж их периодически подкачивает насосом обычным. Передние колеса, они поворотные. Многие пишут, что это неудобно и так далее. По моему опыту могу сказать, что это очень удобно, потому что коляска маневренная. То есть не нужно постоянно, когда, знаете, обычных 4 колеса фиксированных, да, приходится, чтобы повернуться, постоянно нажимать на коляску. То есть это постоянно какое-то усилие прикладывать нужно, чтобы развернуться, чтобы выехать из двери. Эта же коляска за счет этих поворотных колес может крутиться вокруг своей оси беспроблемно. То есть очень легко выехать из двери, в магазин заехать и так далее. При необходимости эти колеса можно легко зафиксировать, то есть нажав один раз, все, они будут зафиксированы, чтобы, допустим, съехать, с лестницы и так далее. То есть там уже по ситуации надо смотреть. Но эти колеса я очень рекомендую брать именно те, которые вращаются вокруг своей оси. Важный момент касательно люльки. Люлька должна быть вместительная, особенно если ребенок крупный, либо если это зима, если ребенок будет преимущественно в люльке зимой, да, то есть это будет какой-то комбинезон теплый, одеяло, ему должно быть комфортно. Он должен умещаться как по длине, так и по ширине. Наша люлька по длине 80, по ширине 36. В принципе, ее хватало. То есть размер это очень хороший. Далее, если ребенок летний, то важно, чтобы этот капюшон, он мог отстегиваться. Допустим, в нашей модели, сейчас я продемонстрирую, капюшон отстегивается, здесь остается такая сеточка для проветривания. Еще одним важным моментом является наличие подъема спинки именно в люльке. Обратите внимание, допустим, таким образом. Потому что наступает момент, когда ребенок еще плохо сидит, но ему уже хочется смотреть на прогулки по сторонам, допустим. То есть он не засыпает сразу, когда мама его выводит на улицу. Он вначале посмотрит по сторонам, допустим, с поднятой спинкой, потом засыпает, и вы легко ее опускаете, и он комфортно спит дальше в люльке. Важно обратить внимание, чтобы было несколько позиций. Как допустим, здесь у нас 3 позиции подъема. Действительно, корзина. Обратите внимание, у нас в этой корзине лежат игрушки, какие-то накидки, москитная сетка, дождевик влазит. Также, например, если мы заходим в магазин, какие-то покупки могу туда вместить. То есть некоторым это не важно, для меня, например, было важно, чтобы корзина была вместительная. Также насчет ручки, да, то есть ручка у нас кожаная, и желательно, чтобы она была темная, потому что темная не трется, не маркая. И также она еще фиксируется в низких позициях, то есть можно и выше, и ниже поднимать, например, в зависимости от роста того, кто возит. Эта деталь вроде бы мелочь, но очень удобная.
Далее рассмотрим второй модуль, это прогулка. Здесь, на мой взгляд, основной момент заключается в том, чтобы ребенка можно было возить как лицом к себе, так и от себя. В нашей модели, вот, например, стоит лицом к маме. Когда ребенок становится старше, ему уже не интересно смотреть только на маму, ему хочется смотреть по сторонам, поэтому это очень важно. В некоторых моделях ручка там как-то перекидывается. У нас просто сам модуль, сейчас я покажу, переставляется в другую сторону. Вот таким образом. То есть переставили в другую сторону, ребенок уже едет лицом к окружающей среде, то есть там к людям, ему интереснее. Здесь есть фиксаторы, может быть, плохо видно. То есть, они, в принципе, во всех колясках, да, они тоже нужны, это удобная функция, но они, повторюсь, есть практически везде. Здесь клеенчатая поверхность, опять-таки, чтобы не вымазывалась ногами. Но хочу сказать, что ногами вымазывается, кроме этой части, все остальное тоже, поэтому, в принципе, это несущественно. Вот, в принципе, все это основное. Только еще пару моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке. Это ширина коляски, как сказать, колесной базы, да, то есть померить обязательно ширину, чтобы она проходила в коляску, чтобы проходила в лифт, вмещалась. Что касательно сумки, многие сумки идут без фиксаторов. Вот у нас, например, видите, дополнительная фиксация идет ручки, сумка при этом не падает. В некоторых моделях этой фиксации нет, вот, и сумка может скользить туда-обратно. Так, мелочи. Также в нашей модели мне не очень понравилось то, что в прогулочном блоке идет вот такая перекладина, из-за которой очень сложно что-нибудь положить в корзину, какие-то крупные вещи. То есть корзина сама вместительная, но вот из-за этой перекладины сложно вложить что-то. В первом модуле ее нет, и было очень удобно. Вот, в принципе, основные моменты. Надеюсь, видео будет полезно вам. Всего доброго!